Сегодня, к сожалению, телевизор стал неотъемлемым атрибутом любого дома, средством, которое помогает снять напряжение после тяжелого рабочего дня и поднять настроение. И да, это действительно так. Но какова цель этого процесса? Сегодня мы будем в этом разбираться. Телевидение окружает нас везде. Вы не найдете ни одного человека, который бы не знал, что это такое. Телевизор – это адская коробка, которая помогает вам разлагаться. Она убивает ваше воображение, ваше мировоззрение, управляет вами и делает зависимым, как наркомана. И сейчас я попробую вам это доказать. Во-первых, телевизор угнетает ваше воображение. В любой телевизионной передаче все события происходят уже с готовой картинкой. А это значит, что вашему мозгу не нужно напрягаться и представлять свою собственную. К слову, ваш мозг составляет примерно 2% от общей массы тела, а энергию он потребляет до 25% от общей массы тела. Поэтому мы так неохотно думаем. Нашему телу невыгодно. Вспомните, как тяжело решались новые задачки по химии или физике в школе или институте. То же самое и с книгами. Когда вы читаете новый рассказ, в голове у вас появляется своя картина сюжета. У вас включается воображение, и ваш мозг начинает работать. Телевизором такой возможности нет. Телевизор предоставляет уже готовую картинку. Воображение не работает, и вам комфортно от этого. Но в этом мире ничего не бывает просто так. Если мы чем-то не пользуемся, то оно начинает деградировать. Если ты длительное время не практиковал иностранный язык, то через некоторое время ты забудешь его. Также и с воображением. Не развиваешь – теряешь. Второе, на что пагубно влияет телевизор, это ваше мировоззрение. Это значит, что ТВ делает его бесполезным. Вначале наше внимание захватывают какими-то эмоциями. Это может быть гнев, страх или секс. Эти эмоции очень схожи с эмоциями в жизни. Предположим, вы идете по улице вечером и вдруг видите, как двое молодых маргиналов пытаются отобрать сумочку у девушки. Ту же самую картинку вы можете наблюдать по телевизору. Ваши эмоции будут одинаковы. Вы также будете испытывать страх и гнев, но только в меньшем количестве. А суть заключается в том, что по телевизору вы никак не можете повлиять на ситуацию, а в жизни можете. В большинстве случаев вы, конечно же, не станете этого делать, но важна сама суть того, что вы можете. Что касается телевизора, то такой возможности у вас нет, но при этом вы все равно испытываете эмоции, после которых вы получаете маленькую дозу гормонов радости. Речь идет о эндорфине и серотонине, которые вырабатываются в нашем головном мозге. Пускай это очень маленькая доза в сравнении с настоящими наркотиками, но она постоянная. Происходит привыкание, и чем больше вы смотрите телевизор, тем больше вы привыкаете к нему, и тем больше ваше мировоззрение становится бесполезным. Я очень часто вижу людей, которые после работы включают ящик и погружаются там до следующего дня. Жизнь у них так и проходит. Работа, дом, телевизор, работа. Их мировоззрение убито. Подсознательно они считают, что от них в этой жизни ничего не зависит. Им остается только работать и даже не думать над тем, чтобы что-то предпринять. Отсюда всплывает еще одно негативное последствие от просмотра телевизора. Это манипулирование. Причем манипулирование не только ваших действий и вашим мировоззрением, но и вашим настроением. По первому пункту я уже говорил чуть ранее. Это манипулирование с яркими эмоциями на ситуации, которые вы видите по телевизору, но повлиять на которые вы никак не можете. Подсознание вам говорит, что от вас в этой жизни ничего не зависит, и вы ни на что повлиять не можете, в том числе и на свою жизнь. Это и есть манипулирование. Посмотрите на владельцев тех или иных каналов. В основном они принадлежат государству, и именно государство вами манипулирует. Для чего? Для того, чтобы вы работали на них. Им нужна просто рабочая сила, которая не задает лишних вопросов. Вы становитесь просто рабом. Что ж, давайте вспомним пример. Все мы видели новости. Новости бывают как хорошие, так и плохие. Но самое главное, что вам их подают блоками. То есть 2-3 хороших новостей, а потом 2-3 плохих. Это, конечно же, условные цифры. Их могут подавать по-разному. Одна хорошая, одна плохая, 2 хороших, 2 плохих и так далее. Суть в том, что вы даже не замечаете, как манипулируют нами насчет этих новостей. Как же это происходит? Очень просто. Представим картину. Вот мы включили новости. Первая новость была хорошей. Пожарные сняли с большого дерева маленького котенка. У нас образовалось позитивное настроение. А дальше делают очень интересную вещь. Если мне, как хозяину канала, нужно, чтобы вы позитивно отреагировали на негативную новость, то я ее поставлю после первой действительно позитивной. По поводу рекомендаций. Я думаю, вы уже догадались, что нужно делать. Во-первых, отказаться от телевизора вообще. Если вы хотите посмотреть какой-то фильм, то просто скачайте на компьютер. Что касается новостей, то читать их только в интернете. В этом есть некое положительное влияние на вас. Вы можете читать несколько мнений по поводу одного вопроса и анализировать его самостоятельно, непредвзято. Вы контролируете ситуацию в данный момент, объективно оцениваете вопрос. Не тратьте себя на телевизор. Пожалейте ваше время.